Здравствуйте, вы на канале Интересная история. И сегодня мы поговорим о реставрации. Как она происходила в Эрмитаже, для чего она нужна, как она происходила во всем мире. Поехали! Оказывается, что всем вам известные картины старинные, например, Леонардо да Винчи, или Рембрандт, или Рубенс, когда-то были нарисованы на деревянной основе, но из-за того, что на дереве картины гниют, почти все старинные картины, и Леонардо, и Рембрандт, и все остальные, были перенесены с деревянной основы на холст. И это и есть реставрация. Одна из основных видов реставрации. Перенесение с одной картины краски и на другую. Деревянная основа у картин напоминает наши иконы, которые хранятся у дедушек и бабушек в деревнях, или парсуны. Это что-то переходное между иконой и портретом. И это тоже рисовалось на дереве. Ну и до сих пор рисуется, да, по нашим традициям глубоким. Почему же нужно переносить с дерева на холст картины? Потому что оказывается, что со временем дерево начинает гнить и портиться. И оставлять картину, тем более произведение искусства, на деревянной основе, это неправильно. Потому что со временем оно полностью испортится и изгниет. При перенесении всего красочного слоя на холст это позволит сохранить картину произведения искусства. Что такое холст? Холст — это ткань, похожая на мешковину. Из всевозможных фильмов вы видели, как картину можно легко вырезать из ее рамы, скрутить в рулон и унести. С деревом, конечно, так не получится, это гораздо будет сложнее. Так вот, всего лишь 400 лет, и деревянная основа картин начинает гнить. Это написано в учебниках по реставрации и истории искусств. Но, оказывается, есть такие портреты, которые нарисованы на дереве, но все равно они в прекрасном состоянии. Это египетские портреты, которым 18 веков, 17, они 1, 2, 3 века нашей эры, и они прекрасно выглядят. Ученые это объясняют тем, что в Египте очень сухой климат, и из-за этого они прекрасно сохраняются. Ну, ученые лучше знают, конечно. Теперь поговорим о реставрации в Эрмитаже. Оказывается, даже в 18 веке европейские реставраторы из Лувра или из других известных музеев и академий художеств не знали идеального рецепта и способа перенести картину с одной основы, с деревянной, на другую, на холст. И даже в 18 веке не было еще единой какой-то системы. Каждый реставратор по-своему предлагал какие-то свои формулы, которые не были эффективными, и картины со временем страдали из-за этого. Выяснялось, что эти способы имеют какой-то недостаток. И только наш реставратор из Эрмитажа по фамилии Митрохин смог опытным путем прийти к идеальной формуле переноса картины с одной основы на другую. И этот способ начал использоваться на протяжении сотни лет. Даже сейчас его можно легко применить и вплоть до нашего времени. Теперь поговорим о создании школ в Эрмитаже. Главным критерием школ реставрации в Эрмитаже служило то, что реставраторы одинаково должны уметь и реставрировать техническую часть, переноса картин, восстановление
каких-то там слоев, порезов там, и одинаково должны владеть художественной рисованием, чтобы как бы понимать, как картина была нарисована, как художник, который рисовал, создавал те или иные места. То есть это было обязательное условие, чтобы реставраторы умели и очень хорошо рисовать. Удивительно, несмотря на то, что почти все картины были нарисованы сначала на деревянной основе, и их надо было всех переносить на новую основу, а это где-то, не знаю, миллион картин, примерно миллион произведений искусства, то все равно в какой-то период в Эрмитаже работал всего лишь один реставратор. Представляете? Это очень странно и загадочно. Итак, повторюсь, что все вам известные картины Рембрандт, да Винчи, Рубенс, какой-нибудь там Веласкес, Рафаэль, Микеланджело, если они находятся на картине, на холсте, когда-то они находились, скорее всего, на деревянной основе. Интересный факт, что и достаточно современная картина 1800-х годов русского художника «Явление Христа народу» тоже было перенесено на другую основу. Представляете? Такая современная картина. Кстати, выяснилось, что в 1800-х годах западные реставраторы так торопились, что они даже начали менять основы грунта. Это первая часть картины, когда замазывали весь холст или все дерево одним слоем краски. Чаще всего это серый или белый. На более современные масляные краски. Представляете, какое отношение к произведениям искусства. Теперь мы поговорим, как обращались с картинами. Если почитать журналы Эрмитажа или других музеев, то там написано, что картина вступила в Эрмитаж одного размера, а в итоге сейчас она другого размера. То есть от картины отрезали куски. В предыдущих видеох я говорил о том, что от картины Рембрандта «Ночной дозор» отрезали кусок, потому что она не помещалась там в зал. Другие картины полностью зарисовывали фон, например, как копия Мона Лизы. То есть она была раньше такая же, как у оригинала, фон, да, то есть там какой-то пейзаж, а кто-то подошел и раз все замазал черным, непонятно для чего. Потом раз и отреставрировали это обратно. То есть с картинами не церемонились вообще. Также можно прочитать в одной записи в Эрмитаже, в журнале, что реставратор пишет: вот часть картины точно это не Рафаэль, вот что делать? Там кто-то пририсовал, а ему отвечает, главный по Эрмитажу: то, что рисовал не Рафаэль, отрезать, оставить то, что только рисовал Рафаэль. Специалисты давно уже обратили внимание на то обстоятельство, что на гравюре Туанет Ларше Юдив несколько иная, чем в Эрмитаже. На гравюре картина немного шире, справа видно еще одно дерево, слева пейзаж. При поступлении размеры картины были 144 на 86 сантиметров. Измерили. Нынешний ее формат 144 на 68 сантиметров. То есть на 20 сантиметров меньше. Значит, действительно срезали часть картины, и именно в Эрмитаже. Кому же и зачем это понадобилось? Может быть, с картиной что-нибудь случилось? Действительно случилось, но не в Эрмитаже. Когда же Юдив приобрела современные размеры? Ответ на этот вопрос дала известная исследовательница творчества Джардоне Фомичева. В 1956 году в архиве Эрмитажа в материалах, относящихся к XIX веку, ей удалось обнаружить рапорт одного из хранителей Лабенского. В нем было сказано следующее: когда в 1807 году картина Юдив с головой Алаферна была передана реставратору Перенару, надобно было для сохранности перевести ее с дерева на холст. Выяснилось, что дело сие осложняется тем обстоятельством, что с обоих
боков онной картины по несколько вершков приписано другим художникам, о чем и было представлено его сиятельству господину обергофурмашеру, на что получена резолюция. Все то, что с обеих боков приписано, обрезать и оставить ту часть, которая написана Рафаэлем, а потом онная картина не будет иметь той меры, которая означена в каталогах Эрмитажа. Сейчас я вам расскажу, как происходит современная реставрация картин. Запросто могут увеличить или уменьшить размер головы. То есть выясняется, что на картине голова, оказывается, изначально была нарисована меньшего размера. А кто-то подошел, такой же реставратор, когда-то там в 1800-1700 и увеличил ее размер. Представляете, прямо на картине. Кстати, я вам рассказывал в этом видео, как Александр, император России, также подходил и пририсовывал картины, висящие у него во дворцах, какие-то новых людей и новые сражения, какие-то новые действия. Да, то есть вообще. И тут мы приходим к Сидоровым, братьям крепостным, которые изначально были крепостными. Они поступили в Эрмитаж и занялись там реставрацией, показали отличные результаты, что в итоге всех этих братьев, всю семью Сидоровых, сделали главными по реставрации и в последующем пожаловали им дворянство. Причем дворянство, которое передается по наследству. То есть можно сделать вывод, что в Эрмитаже очень ценили реставраторов и брали туда даже крепостных. Настолько ценили, что могли даже даровать дворянство. Сейчас, если мы посмотрим на некоторые картины отреставрированные, например, вот Рембрандт, вот заметно, что реставратор слишком сильно изменил изначальную картину. Она была более такой контрастной, более темной, в низком ключе, как называют это фотографы. А реставратор все осветлил, как будто рассеянный свет светит со всех сторон. Должны ли реставраторы так сильно менять оригинал? Вот главный вопрос, который мы можем задать себе. Сейчас ходит скандал в интернете, как кто-то там дал непрофессиональному реставратору за 90 тысяч евро отреставрировать какую-то старую картину, и этот горе-реставратор испортил такое произведение искусства. Также до этого всплывали такие истории. А что если эти реставраторы на самом деле открыли реальную древнюю картину и реальный слой краски, который действительно был там нарисован очень давно, а сверху вот эта красота, вот эти очень фотогеничные, правильные люди, это вот как раз дорисовки, как дорисовка фона, изменение размеров головы и так далее. Может быть такое удивительно? Может быть и так. Спасибо вам за внимание. Вы были на канале Интересная история. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте, присылайте это видео друзьям и посмотрите все другие мои видео. До новых встреч!